Добрый день, друзья мои! Приветствую вас на канале вязаных игрушек Фарилуи. Сегодня хочу вам показать, как вязать вот такие маленькие елочки крючком. Очень оригинальная идея елочной игрушки. Размер елочки около 10-11 сантиметров. Мастер-класс очень простой. Связать такую игрушку смогут и начинающие мастера. Главное знать основы вязания и быть внимательным. Минимум времени, минимум материала. А какая красота получается! Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать много интересных идей и мастер-классов от меня. А также вы можете посмотреть плейлисты «Рождественские игрушки крючком» или «Подарок крючком». Там вы увидите очень много интересных видео. Для того, чтобы связать такую игрушку, нам понадобится желтая пряжа, зеленая пряжа, тонкая черная нить, клей ПВА, украшения и тонкая нить. У меня мононить. Вязать елочку я буду крючком 1,75. Вяжем звезду. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Во вторую петлю соединительный столбик. В следующую петлю полустолбик с накидом. В кольцо амигуруми соединительный столбик. 3 воздушные петли. Во вторую петлю соединительный столбик, полустолбик с накидом в следующую петлю, соединительный столбик. Такие у нас получаются пики. Вяжем еще 3 пики. 3 воздушные петли, соединительный столбик, полустолбик с накидом, соединительный столбик. Продолжаем. Вот такая у нас заготовочка. Таких заготовок нам надо 2 штуки. Я вторую штучку уже подготовила. Берем, сшиваем 2 части елочки. Вот такая у нас звездочка. Вяжем елочку. Первый ряд 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд 6 прибавок, 12 столбиков в ряду. Раз прибавка, 2 прибавка,
3, 4, 5 и 6-я прибавочка. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вяжем иголочки. Обвязываем мрачным шагом. Следующую петлю соединительный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Следующую петлю соединительный столбик. 3 воздушные петли. Следующую петлю соединительный столбик. 3 воздушные петли. Соединительный столбик. Вот так у нас получается. И так продолжаем до конца ряда. Прячем нить. Вот так. Берем ПВА с обратной стороны. Наносим ПВА. И вот так пропитываем заготовку клеем. И даем высохнуть. Я уже деталь подготовила. Вот так. Она вот такая плотная получается. Украшаем заготовку. Берем нить. У меня мононить. Вы берете, какая у вас есть, под цвет пряжи. Украшаем. Вот так. Таких заготовок нам надо еще 6 штучек. Я их подготовила. Расскажу, как их вязать. Эти заготовки свяжите самостоятельно. Первую часть мы уже связали. Диаметр заготовки у нас около 3 сантиметров. Вторая часть вяжется так же, как первая часть. Первый и второй ряд. Третий ряд. Мы вяжем 3 столбика прибавка, 3 раза 15 столбиков в ряду. Диаметр около 3,5 сантиметра. Третья часть.
Вяжется так же, как первая часть, первый, второй ряд. Третий ряд, столбик прибавка 6 раз, 18 столбиков в ряду. Диаметр около 4 сантиметров. Четвертая часть елочки вяжется так же, как третья часть, с первого по третий ряд. Четвертый ряд, 5 столбиков прибавка, 3 раза, 21 столбик в ряду. Обвязываем рачьим шагом. Диаметр около 4,5 сантиметров. Пятая часть елочки вяжется так же, как третья часть, с первого по третий ряд. Четвертый ряд, 2 столбика прибавка, 6 раз 24 столбика в ряду. Обвязываем рачьим шагом. Диаметр около 5 сантиметров. Шестая часть елочки. С первого по четвертый ряд вяжем так же, как пятая часть. Пятый ряд, 7 столбиков прибавка, 3 раза, 27 столбиков в ряду. Диаметр около 5,5 сантиметров. И седьмая вяжется так же, как пятая часть, с первого по четвертый ряд. Пятый ряд, 3 столбика прибавка, 6 раз, 30 столбиков в ряду. И обвязываем. Пропитываем клеем, даем высохнуть. Вышиваем, украшаем. Так, это я уже подготовила. Теперь собираем елочку. Начинаем с большой части. Вот такая красота у нас получилась. Надеюсь, у вас все получилось и было все понятно. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчики вверх. Всем хорошего настроения. До новых встреч!